перекусить. Сколько? 6 динар стоит. Такой перекус на огне приготовили. Где-то 670 рублей вместе с водичкой. Сейчас попробую, насколько это вкусно. Вечер наступает в Иордании, температура падает. Сейчас там около 30 градусов, поэтому все иорданцы, ну, я имею в виду, кто свободен от работы, приходят на пляж, пить кофе, курить кальян. YouTube. Where you from? Where are you from? Россия. YouTube. Раша. Пойду в ресторан, скажем, поужинаю. В общем, заказал баранину. Не помню, как называется блюдо. Названия, конечно, такие специфические. Вот. Принесли еще вот такую штуку. Не напишу, как называется. Тоже не запомнил. Сказали, что это подарок от шефа ресторана.
разогревающиеся. Они просто тают. Хранили велосипед вот в таком типа гаражике. Вот. Все нормально, он пустой, здесь можно много припарковать. Я собрался, все упаковал. Пенку хотел выкинуть, но что-то думаю, она мне пригодится, потому что я ее брал для ночевки в аэропорту. А вчера я еще воспользовался на пляже, потому что там не на чем лежать. Так что сейчас 8:30 утра, выдвигаюсь в сторону Вади-Рам, пустыню. Примерно 50 километров с подъемом. Шараш. It's Шараш, then Amman and Madab. Madam, Madab. welcome to Jordan. Thank you. Very hot. Вот слева уже пустыня начинается. You're okay with animals, yeah? Yes, okay. Hello. Right. Hello, Юлия. Андрей Nice to meet you. Jafar, you Из ready России me? или из Украины? из России. Проходи насквозь вот двор с великом. Паркуй его где-нибудь в тенечке. Там сейчас тень будет по всему двору, поэтому не так, Туда, да? принципиально. Да, прямо внутрь. Ну, если сильно переживаешь за него, Не, оставляй здесь. я как бы вряд ли здесь, наверное, кто-то. Так, а я где буду? В каком месте? А ты будешь в комнате номер 2? Ага, ну я там и поставлю, Ну, там, так, да? там уже тень. Сейчас ты на весь двор придешь. Ага.
Там есть кто-нибудь? Не, никого нет. Ты один здесь. Понятно. Так, смотри, комната. Свет вот здесь. Угу. Электричества, в смысле розеток в комнате нет, но розетки есть внутри в столовой. Ага. Вот, поэтому вещи заключать там. Вот здесь вот прямо, если за зданием, Мгм. и направо будет туалет. Угу. Вот, я сделаю чай, ты голодный? Да не особо. Я Так, сделаю ну- чай, у меня сырники есть. Понял. Так, ну сейчас я тут разберу вещи. Смотри, что у вас тут есть. Угу. Вот. И показывают мне на эти рисунки. То есть 2 месяца игнорировать, что там есть, это по-моему, талант. Ну да. Слушай, а чё, где вообще туристы? Чё, где все остальные? Туристов мало, Ну, потому что одна война, вторая война, у тебя рейс или и ты такой не один. У нас тут была группа весной. Ребятам переносили рейс трижды. Мгм. Ну, причем пока они еще педалили здесь. То есть они к нам приезжают, и те такие: о, у меня рейс отменили. Их там группа 12 человек, поэтому у всех разные рейсы. Один такой: о, у меня рейс отменили, о, у меня тоже. Ой, перенесли на вот это время, ой, еще перенесли. И вот буквально все вот это вот Ну, происходит. это сложности, издержки путешествия, вот таких вот видов, как бы. Это не столько путешествия, ты что, у нас была куча чартеров, которые регулярно летали. Вот, никаких проблем не было, то есть прилететь вообще. Ну, прилететь, улететь, все летало регулярно, как автобус. Вот, а потом одна война, вторая война, потом Иран стреляют, небо закрыли, потом... О, это я, да. Я же билеты за полгода купил, и такой смотрю, там какие-то опять какие-то боевые действия намечаются. Вот. Ну, причем, как бы оно не опасно было, но небо-то закрыто, поэтому самолеты не летают, отменяют, поскольку самолеты отменяют, летает все меньше и меньше народу. Мгм. Кто-то просто параноид, потому что, ну, мало ли чё. То есть, как бы, ну, не хочется выяснять, типа, насколько оно страшно на самом деле. Поэтому, может мы лучше в какое-то другое место полетим. Мгм. Вот. А в итоге, чем меньше народу летает, тем менее регулярные рейсы. И оно вот так вот, как снежный ком. Вон, Ага. вверху. Причем, смотри, тут прямо такой паттерн. Здесь вот это вот, я так подозреваю, что это ориксы с такими рогами. Ну, у них рога здоровые. Ага. Вот. И человечки. Человечков, видишь? Да. Вот. И все человечки, они в определенной позе, и вот с этой штукой над головой, по-моему, они молятся. Вот. Если справа налево смотреть, то тут прямо паттерн: человечек, коза, человек, коза. Очень на инструкцию похоже, типа молись, приноси жертвы. Если не поможет, повтори. Вот, значит. Потом... Хорошая рекомендация. Если не помогает, повторяй просто. Ну, по большому счету, обратись к какому-нибудь, не знаю, к гомеопату, тебе такую рекомендацию дадут. Да. Если не одна таблетка, да, 2 выпей. Да, выпей 2, продли курс на 10 дней, если не поможет, повтори. И на самом деле они продолжают. Вот здесь вот прямо такой балкончик. И это... Тебе руку подать? Да не, это идея. Нет. И это, получается, ты недавно обнаружила, да? Не, давно, ну, то есть это еще в начале примерно было. Вот, но месяца 2 я тут точно тусила, не замечая вообще ничего. Вот, и вот они дальше продолжают, и больше всего. Я так подозреваю, что если не поможет, повтори, а в итоге, если ты преуспел, то вот будет тебе богатство и процветание, и много-много коз,
И вот здесь смотри, какая фигура любопытная. Ну Наверное, будет тебе дождик. да. Ага. Вот. Или дождик, или... будет тебе дождик, а после дождика ты пойдешь сеять. Вот, потому что бедуины, они, не настолько кочевники, чтобы двигаться прямо каждый день. То есть это не... Они же не каждый день стоянку поменяют. Мошенник мягкий настолько, что ветер просто вдувает его. Все, где течет с зимними дождями вода, оттуда соль вымывается, и песчаник, который потроган водой, он как раз прочный. А все ямочки, которые вода обошла, потом будут выдуваться ветром. Как раз все, что не тронуто водой, оно становится глубже и глубже и глубже. Вот, а потом вода опять стекает, а поскольку оно в глубине, то его опять же водой не задевает, и вот эта вот соль продолжает разъедать песок, и его продолжает выдувать ветром, и отсюда вот эти вот все рельефы. То есть вот прямо контринтуитивно, мне в голову бы такое не пришло, где вода и где ветер. Вот, а с солью вот такая штука получается. Thank you. Спасибо. Вода. Это вода. Is tahini salad? Это салат с тахини. Тахини тебе знакомо? You like to have yogurt? Не пробовал еще. Со сметаной? Не пробовал еще, говорю. Yes? Ну пробуй со сметаной. Подожди, ты не пробовал еще тахини? Не, вообще не пробовал. Или сметану? Сметану я пробовал. Вот. Тут все идет с йогуртом, я не знаю, оно, мне кажется, несколько странное. Вот это драники, Да, да? я же сказала, что папа из Беларуси. На самом деле приличный. А вот это что такое? Это хумус. Хумус это... как их зовут? Бабынута. Перемолотая с тахини паста. А второй это бабагануш. Это баклажан. Баклажан, тахини, чеснок. Вот. А в драниках только картошка. А вот эта вот штука любопытная зовут зата. Вот это вот? Да, это микс орегано, тимьян, как его зовут, кунжут. И они добавляют еще что-нибудь кислое, например, или
лимонную цедру, Угу. или дальше на север они будут добавлять сумак, такие ягоды типа барбариса тоже сухие перемолотые, ну то есть будет похоже. Вот. И в зависимости от того, где его смешали, он будет немножко разного цвета. То есть, если туда добавили желтую лимонную цедру, он будет светлый, да, вот такой. Угу. То есть вот это вот такой левантийский вата. А на север, куда-нибудь в Сирии, он будет такой темный-темный зеленый, потому что там красные ягоды. Вот. А на юг в Египет его обжарят, Угу. вот, и он будет просто коричневенький. Ну и по идее у каждой семьи должен быть свой рецепт, ну, свои пропорции, как они его смешивают. Вот. Ну, не сегодня, пожалуй. В плане глобализации, а все остальное сейчас он стандартно продается в магазинах разных. Вот. Значит, это. Ну ладно, будем есть начинать. Hello, my friend. What? Speak English. Speak Russia. هلا كيف حالك؟ I am to Petra. بترا؟ Yes. بدك تروح من هون بترا؟ وين From Malakot. جعفر؟ Yes. آه. Jafar, my friend, and Julie. جولي Yes. جولي You. أنا هاو This dog not dangerous. تن ماني My trip is economy. أنا هان في الموقع تن ماني No, brother. Денег нету самого. تن ماني دا أجيب خبز آكل No. فتش تن ماني No. تن ماني What? آكل داكل تن ماني Нет, no. تن ماني جعفر بتجابك هون جعفر تن ماني يلا تن ماني No. تن ماني الحين بحكي معهم تلفون تن ماني Ну окей. تن ماني В общем, не хочешь, бедуин, ходить с дороги? يلا تن ماني تن ماني الحين بنادي عيال هاي جو تن ماني No money. تن ماني وروح يلا
ها شايف؟ لا لا نو 10 ماني No. 10 تعال 10 Eat that. مو انا بقى Water. جعفر الحين بحكي معه بالتليفون 10 ماني بس وروح. It's my اه еда, water, water. وانا وداك لا وداك 5. نو 5 Sorry. لا فو 5 الحين اخليهم يجوا Okay. يلا نو Что no? انا بحكي معاه خليه بيخطفوك الحين ذبح. Okay. هات ماني يلا عشان تروح No. Hey, يلا ты чё? يلا يلا ايوه انت Вот. وين الحين اجيب لك اكل واجيب إيه؟ انا اجيب اكل واجيك خلك هون على جعفر جولي يا It's no water. فيري جود Now life in Petra, near Petra, village Amsayhu. Okay. Very cool. Hi, Castle Bent. Hi, in Petra, yes? Castle. Castle замок, да. Hi, Petra. Сокровищница. Ah. I'm going to. Going 7 kilometers. I know, near yes. Rock, yes? Up. Going. And going bicycle, yes? Good. Окей. Говорит, что тяжело будет подниматься, 70 километров, большой подъем. Окей, go drink tea. В общем, здесь начинается какой подъемчик. Вот куда машины едут, потом направо дорога и потом налево. Вот если видно, вон они поднимаются все на ту гору. Ну, я уже периодически иду пешком, потому что, учитывая, что я уже поднялся прилично, до сюда я ехал. Вот, ну, мышцы забиваются периодически, приходится слезать и идти. Вот такие перепады высот. Сейчас придется спуститься вниз, потом подняться наверх за эту гору. А время уже близится к закату. Судя по всему, до заката я не успею.
Yes. Petra? Yes. Me too. Uh, 40 kilometer, Wadi Musa. yes. We can go together. In mountain, да? Yes. Yes, yes. Тяжело. You want slowly? Where are you from? I'm from, originally from Iraq, but I drive from Germany. Is from Iraq to Germany? No, I'm originally from Iraq, Uh-huh. but I drive with a bicycle from Germany to Aqaba to Wadi Musa. And I from Moscow Yeah, in Amman transfer with bike to Aqaba. yeah, From Aqaba to Wadi Ram. okay. And Yeah, now and now Wadi Musa, yes. Petra and Next Karak. Karak. Me too. Next Dead Sea That's here. on left. Dead Sea. Okay, Dead Sea. okay. Dead Sea. Next Jerash, Amman, Jarsh. Yeah. Amman. Amman and Madaba. Madaba? I Madaba. don't know. But that's Near airport Queen Ali, Amman. Amman airport near. yeah. Yeah. The airport it's near from Amman. You're right. Wow. And you come from 5000. Moscow? You come from Moscow with a bicycle. Yes, With a bicycle from Moscow to Amman. yes. Very good. I like that. 5000 километров, смотрите, человек уже проехал. This is my second trip. You night in hotel or палат tent? Everywhere. Some people they host me because I speak Arabic. Понял. Understand. Sometimes mosque, hostel, hotel, and a tent. Can show you. Tent. Ooh, Beautiful, right? it's dangerous. Nah. Nah. Бедуины. Money. Do you have YouTube Yes, or yes. Telegram channel? Yeah, I have. Should I show you? Yes. Ibn Sindibad. Okay. I'm follower. Later. Do you have Instagram? Yes. Do you have internet? Yes, but battery low. Okay, I give you mine. Do you Okay, have right. Telegram channel? You can write. Chat. One moment. You don't have to. Here. Okay, you can follow yourself. All right. Maybe see you soon in Wadi Ram. You can write me. Okay. Right? Okay. You can. In Wadi Ram, I was 2 days. I mean, not Wadi Ram. Wadi Musa. Wadi Musa. Yeah. Yes. Wadi Musa. If you want some sleep for free, write me. Okay. Okay? Okay. Good luck. If you want, we can go together. If you want. Okay. You want? Yes. Together? Tomorrow, my plan is Petra. Yeah, me too. Okay. Me too. Это 9-10 o'clock. Yeah, roundabout. Ну, You can write me, okay? окей. All right. Bye-bye. Bye. كيلو وصل لعين مياه موسى او مياه عين موسى. قدامي سعده ما شاء الله يعني انتحاريه. بصراحه
ما عندي طاقة. هذا الجامع. هذا فكرة هناك. ساعدني وياك. ساعدني وياك. أنا رايح بيع عين موسى. ساعدني وياك. تكسب بيها أجر. В общем, тут такой градиент, что просто идти это нереально. Мой друг просто в шоке от такого подъема. Really? Вади Муса? Куда? Петра. Петра. Куда? Короче, оказывается, я еще не туда повернул. Отлично.
вакханалия происходит. Арабы приставучие. Что лошадь мучает, изверг, живодер. Пылище, конечно, тут. Еще на этих, на скутерах, на электромобилях возят туристов. Я считаю, как бы, нафиг они здесь не нужны. Не хочешь идти пешком, сиди дома. А вот так вот все в пыли просто, вот так. Вся одежда, камера, все этим дышат. Из-за того, что кому-то лень просто переться. А вот это верхняя сокровищница, которая вверху находится. Идти надо часа полтора по ступенечкам. وين وصلوا؟ هات التنت خلاص. تركبهم محمد صايد. لا محمد صايد والله أنا ثاني خير ما عاد بدر مدري. منح. لا منح ما راح لا شوف محمد صايد. لا 5 سنوات. حاول تلبس قدام.
بكتب على النفس بكتب على النفس واللي خاف من فيها A people born from sand and dust, that wove their lives and fates together. In labor of life and death they put their trust, to make rise the kingdom of Nabatea. Despite all odds and biting desert storms, their legacy stood the test of time in grace. New nomadic paths illuminated by the sun, weaving snake-like to this one place of rest comparable to none. Myrrh and frankincense filled the air, filled chests with gold and opulent treasures. The Nabateans, wealthy, yet still pious and in prayer, kneeled before the gods to sacrifice their pleasures. В общем, я нашел, где перекусить. Неплохое местечко. Аутентичное. Здесь вон уже блюда на заказ готовы какие-то. Видимо, сейчас после молитвы пойдут все кушать. И все у них готово, все свежее. Поэтому это получается сейчас час дня. Я только завтракаю. Доброе утро всем. Сегодня 5-й день моего путешествия по Иордании. Сейчас я нахожусь где-то в середине Иордании, если можно так сказать, в середине страны, в таком замечательном кемпе. Он такой находится на окраине такого каньона. Дана Кэмп называется. Но ночью было чуть-чуть прохладненько, потому что дует сильный ветер. Сейчас в Иордании зима. Вот, но вчера вечером довольно-таки неплохо покормили. Шведский стол, несмотря на то, что сюда не подведено электричество.
Они пользуются солнечными батареями, вода вся привозная. Мне здесь постирали одежду всю, причем бесплатно. Но, правда, я пока не рассчитывался, но он сказал, что ничего не будет с меня брать. Приготовили несколько очень вкусных блюд традиционных. Я реально прям объелся, и там существенно осталось еще после того, как все поели. Сегодня предстоит проехать 96 километров. Это было бы очень идеально, если бы такое расстояние мне пришлось преодолеть при таком ветре. Посмотрю, как будет идти маршрут, потому что впереди большой сброс и потом большой набор, а далее примерно по равнине. И вот если после этого набора хотя бы не начнет темнеть, то в принципе я, наверное, доеду. А вот если не начнет, вернее, если начнет темнеть уже, то придется ехать с освещением, потому что я смотрел по букингу, и в этой местности никто ничего не сдает. И по Airbnb тоже. Поэтому любыми путями надо доехать. В 7:30 начнется завтрак, сейчас 6:30. И я планирую после завтрака сразу выдвинуться. Hello. Andrei. Hey, Dick, Hello, Hello. Ilse. welcome. You are? My trip from Aqaba, Wadi Ram, Wadi Musa, Dana Camp,
next Karak, next Deatsia, next Jerash, Amman, Madaba, and I fly to Moscow. Yes. Oh, wow. So you made a very Where long are you? trip Where are you from? from Holland. Poland? Holland. Ah, Golan. Amsterdam, Netherlands. Okay, okay. We do 3.5 weeks, 730 kilometers from north to south. And how are you? It's heavy, huh? No, thank you. Time to Karak, a very long kilometer. And you go now to Karak. Yes, yes. That's very nice. About 80. Yes. Yeah. I'm gonna see how your bike is moving. Hop. Simple bike, yeah. Where's your stuff? You don't have anything. You sleep on this? I take there for transit to Amman 8 hours to Aqaba. And Can I take a picture of it? of course, Yeah. And you sleep in hotels or? yes, yes, only hotels. Do you wanna Well, we do on the sometimes. picture? Do you wanna stand on the picture? Okay. Yeah. We do also the campsite. Thank you. Друзья, долгожданный спуск. В общем, друзья, поднимался я в гору, меня подобрали ребята, говорят, садись к нам в машину, закидывай в кузов велосипед. Я, правда, ничего не понимаю, но вот мужчина работает школьным учителем в школе. Вот, говорит, добро пожаловать в Иорданию. Купили мне пепси, угостили. Ну, вообще, конечно, круть. Так что до связи. Поднимаемся в гору.
Я тут в частной гостинице, в гостях у Махера. Смотрите, у него какой дом. Он сказал, что он здесь родился. И на самом деле вот этот дом находится в 200, наверное, даже меньше, 100 метрах от крепости крестоносцев. Представляете, да, тут какие-то реликвии стоят. Смотрите. Вот это лампа. Это вообще что-то. Очень интересно. А вот уже крепость начинается. Вот там вход в нее. Тут полицейские дежурят. В общем, это все равно, что рядом с Кремлем где-то жить. Но только здесь нет такой застройки. Здесь частные дома остались, ничего не перестраивали, никаких высоток. Все плюс-минус как было, так и осталось. В общем, спустился к Мертвому морю, и тут прям начались какие-то стаи мух. Просто как только замедляешься, сразу облепливают всего во все места, куда они могут залететь. Везде лезут. Такое ощущение, что они даже на скорости не слетают. Ну, если она не там 50 километров в час. Просто везде мухи. Или жарковато. Всем привет еще раз. Я заселился в отель Рум-тур, короче, вам. И самый интересный отель на Мертвом море, прямо на берегу. И что сейчас я сделаю? Конечно же, я сейчас пойду на море, искупнусь. Вон оно. Доброе утро, друзья. Я на Мертвом море. Остановился в отеле.
Поближе здесь, ну, больше здесь ничего такого нет. Никакого жилья, поэтому только в отеле можно остановиться. И сегодняшняя ночь тоже промежуточная точка для ночлега, километров через 60. В округе тоже нет никаких ни хостелов, ни отелей на букинге. Нашел одного человека там по картам Google, у него вроде какое-то шале, но он берет по $40 с человека с 10 вечера до 10 утра, поэтому придется, скорее всего, мне где-то дождаться этого времени, потому что будет уже темно, темнеет часов в 6, соответственно, я где-то посижу, чтобы прийти к нему ровно в 10, ну, он сказал, возможно, в 9, потому что так как если раньше, то это дополнительно $5 в час, вот, и в округе больше ничего нет, поэтому как-то вот так вот. Сейчас я жду завтрака, пойду искупаюсь еще, намажусь грязью лечебной, надеюсь, что лечебной. И часов в 10-11 буду выезжать, и особо торопиться некуда, так как времени достаточно до вечера. Ну, всем хорошего дня, ждите видео, фото. Друзья, сейчас 8 утра, на пляже никого нет, все еще там, ну не все, большая часть еще спит вообще, завтрак в 7:30, а я, конечно, ни минуты терять не могу, надо двигаться дальше. Такой вот пляж на Мертвом море, вот здесь вот грязь. Сейчас я ей буду мазаться и намазываться. Но на самом деле чувствуется, что она помогает. Я не знаю, то ли грязь, то ли само море вот это вот с солью своей. Потому что обычно я просыпаюсь утром, и у меня ноги побаливают прям, ну, как после нагрузок таких больших. А вчера я один раз намазался ей, ну, и 3 раза покупался. И сегодня утром проснулся, как будто, ну, ничего не было, как бы, в плане, как будто не было больших нагрузок. И ноги не болят, такой, в принципе, отдохнувший. Вот. Но будет подъемчик, конечно, высокий. Море на минус 400 метров находится, ниже уровня океана. Вот. Поэтому придется немного попотеть. Движение довольно-таки плотное. Верблюды ходят по дорогам. Я как-то побаиваюсь. И он тоже. Вот, друзья, и первый прокол. Видимо, на какое-то стекло наехал, потому что тут мусора много. И бутылки бросают на обочины. И, видимо, где-то проколол. Ну хорошо, что есть тень. Сейчас буду менять. Ну и, наверное, начну обзорчик гаджетов. Вот такой вот насосик. Маленький, удобный. Выставляешь, сколько тут надо атмосфер, и качаешь. Я сейчас чуть-чуть накачаю, чтобы колесо расправить, а потом продолжу.
дорогах сплошной хаос. Захотел, остановился, поехал. А я ищу где поесть, но что-то такой пылище вообще есть не особо хочется. Здесь такая суета, все орут, свистят сейчас. Только где-нибудь тормознешь, сразу налетит толпа. Куда ты едешь, сука? Вот автосервис. Вот еще. Мальчик какой-то. Вот. Only English. Only English language. English? Yes. Я хер знает, где я еду, блин. Просто трэш какой-то. Направо, налево, направо, налево. Какие-то стройки, блин. Жесть вообще. Еще здесь колесо проколю, блядь. Вопросы задают. Доброе утро. Я нахожусь в таком незначительном населенном пункте каком-то, не знаю название, между Мертвым морем и Джирашем. По плану выезд в Джираш, порядка 55 километров, но показывает набор высоты 1500 где-то. О, кто-то пришел. Наверное, меня выселять собираются. Сейчас открою, схожу. Приходил смотритель за домом. Трудно, конечно, он не умеет даже писать по-арабски. Я уже про английский молчу, я ему включил алфавит арабский, говорю, набери, показываю переводчик, он не понимает, что ему надо нажимать. Но я сам на переводчике ему набрал, напиши, что ты хочешь сказать. Ничего, говорит, не понимаю. Ну, в плане, не знаю буквы алфавита. Может, это своеобразный арабский, не пойму я, в чем дело. Странно, конечно. Ну, в общем, я кое-как заселился вчера. Пришлось снять целый дом, потому что в округе больше никто ничего не сдает. Но есть какие-то проживания в семьях, но ни отзывов, ни фотографий, что это из себя представляет. Кто-то этим пользовался или нет, я имею в виду на Google картах. Ничего нет. Единственное место, где было 3 или 4 отзыва, что оно действительно существует. На карте Google оно отмечено. Все остальное, ну, я уже не говорю про Booking, там вообще нет ничего. И ближайшее место, до которого я мог более-менее реального доехать, это еще бы километров, наверное, 30. Но это, конечно, было бы очень много, потому что здесь начинается набор, я так понимаю, в горы. Ну, тут не видно сейчас из-за дымки. Вот. Ну, неважно. В общем, дом здоровенный. Здесь получается два этажа, видимо. 2 этажа. Террасы. 2 тоже. Там патио-зона, бассейн, да.
Там игровая площадка, даже мини-футбол. Вот. Ну, в общем, неплохое место. Но я бы, конечно, не стал его брать, тем более цена такая высокая по местным меркам. В общем, вот как-то так. Сейчас завтракаю. Ну как завтракаю, кстати. Вот купил вафельки. Интересно, они, кстати, аж в 3 упаковки запечатывают. Вот это сверху пленка одна. Это вторая картонная коробочка. Вот это третья, тоже фольга. Ну, водички взял. И поеду. Вот типичный крупный поселок в Иордании. Торговля. Очень много, кстати, автосервисов гаражных. Причем они там иногда друг напротив друга находятся. Все черное такое. А в этом маслом там просто поливали. Машины, конечно, паркуют. Трэш просто. Короче, чем хуже машина, тем ее по-убогому ставят. Потому что ее уже не жалко, там можно царапать, не царапать. Машины все поцарапаны, как правило. А кто там более-менее нормальные машины, у них они получше запаркованы, поаккуратнее. Я вот, пожалуйста, остановился, прям полосу занял на выезде. Стоит. Вот телегу оставили посредине дороги с мусором. Объезжай с какой стороны, с какой хочешь. Тротуаров нет, поэтому все ходят по дорогам. Вот тоже, да, вот место можно припарковаться. Нет, вот надо вторым рядом встать. Ну вот полиция подъехала. Так, наверное, мне надо бананчиков купить. Вот, кстати, заправка с ценами. Получается, 90 стоит 90 бензин. Это 97 рублей. Дизель 78 примерно рублей. Но есть еще он керосин. Почти по цене дизеля. Для тех, кто на самолете захочет полетать, видимо. В общем, друзья, это какое-то прям адовое жарево. Пекло такое, что жесть. Все время подъем. Короче, чувствую, сегодня будет жарковато. 36 градусов в тени фактически. Уже не видно города, откуда я поднялся. Где-то он за горой. Иорданцы называют эти горы на той стороне реки Иордан палестинскими горами. Кстати, тут останавливались какие-то два араба на пикапе, когда я колесо менял вчера. И такие типа: о, тебе нравится типа Иордания? Я говорю: да, нравится. Ну, язык не очень, понятное дело. Говорю: я люблю Иорданию. Они такие: а Израиль любишь? Провокаторы. Но я сделал вид, что я не понимаю английский, и сказал: в Израиль я не планирую ехать. Они такие: о, посмеялись и дальше поехали. Ну, в общем, хотя на самом деле я и не знаю, люблю я Израиль или не люблю Израиль.
Наверное, должны быть какие-то причины для этого. А у меня нет ни за, ни против. В общем, друзья, доехал до магазина. Купил тут энергетика выпить, чтобы чуть-чуть взбодриться. Ну и водички тоже. Короче, за мой подъем сейчас, вот сколько я, часа 4 поднимаюсь, я выпил полтора литра воды. Кстати, что хочу сказать по поводу воды, кому интересно. Все-таки, я думаю, надо сюда вот, здесь такие продаются алюминиевые емкости, короче, алюминиевые фляги. Вот, потому что на жаре, короче, вода сильно нагревается, и я так понимаю, там, она такой неприятный вкус становится. В нее тем более выделяются эти вредные вещества от солнца. Поэтому все-таки я, наверное, себе приобрету такую там на 0,7 где-нибудь. Вода поприятнее будет питься, потому что, ну, пьешь ее на 37 градусах, да, она вот едет несколько часов, она прям горячая становится. Еще я здесь, у меня вот здесь бутылочка в запасе, еще вчера меня угостили. Вот такие вот дают здесь вообще бесплатно к еде по одному, по 2 штуки. То есть, несмотря на то, что вода здесь вся привозная, питьевая, как правило, из Турции, вот ее дают в еде как бы вообще без проблем. Просто угощают ей. Так что вот так вот двигаюсь дальше. Кстати, что хотел сказать. И у хозяина магазина, у этого, у него брат работает в Москве доктором, хирургом. Так вот, тесный мир. В общем, сейчас купил свежевыжатый сок гранатовый. Прям вот мужчина давит там. И, кстати, у них еще продается прям вот такой в бутылках концентрат какой-то прям. Я попробовал крышечку, он прям такой, как кисель. Видимо, его надо разбавлять, что ли, я не знаю, что это такое. В общем, вот у них столько гранатов свежих. Вот целая машина. И стоит всего, короче, один стакан, он мне пол-литровый налил, 1 динар. Ну, грубо говоря, там 100 рублей на наши деньги. Тут, в общем, такое место с видом на вечерний Джираж. Можно взять кальянчик, здесь вот покурить. Местные любят это дело. Лавочки стоят и любоваться вечерним городом.